Друзья, приветствуем вас на 4-м дне. Одни 16-е финала. Все ребята, полюбившиеся вам уже герои, вступают в схватку на вылет за 1 миллион рублей. Разрешены удары по всем частям тела. Отсюда умышленно запрещено. Попадаем вот этой частью, вот этой. Бля, чуть голова не отлетела у него. Пробил корпус. Мариф, не бей! Бей, Мариф! Кидайте, бля! Да мне похуй. Дим, а ты готов принять участие в кулачном бою? Мы провели более 100 отборочных боев. Некоторые из ребят, кого вы видели в качестве победителей в предыдущих выпусках, к нашему огромному сожалению, получили травмы. И мы взяли из 100 предыдущих боев самых ярких ребят, которых, может быть, вы еще не видели у нас в выпусках, но сегодня они подерутся здесь у нас в октагоне. Да, такое бывает, это спорт, это травмы кистей, это серьезнейшие лицевые травмы. Сегодня стоял вопрос даже о том, чтобы Миша Литвин выскочил на замену, не решили по гонорару, обсуждаем его бой в 1/8 финала. Короче, это хардкор, поехали, лайк, подписывайтесь, погнали! Мы хотим вам представить наше жюри. И первым я бы хотел представить прославленного бойца UFC, тяжеловеса Никиту Крылова. Никита «Шахтер» Крылов. 9-й номер рейтинга UFC до 93 килограммов, который притушил восходящую звезду UFC Джонни Уокера Овенса Сен-Прю. Никита, экс-чемпион Fight Nights в полутяжелом весе, представляет команду Industrial Steam. Никита, приветствуем тебя! Спасибо, что сегодня ты с нами. Надеемся на твои уверенные, жесткие экспертные оценки. И у нас, честно говоря, на протяжении предыдущих 3 выпусков в жюри появилась жесткая дедовщина тяжеловеса Кудряшова. Начали пропадать жюри. Вартанян оказался где-то в реанимации, потому что был не согласен. Но сегодня есть чем разбавить ситуацию. Надеемся, что сегодня у нас будет не только Димино мнение. Приветствуем еще раз! Следующего члена жюри хотелось бы представить человека. Я, честно говоря, смотрел рекорд, но, цифры забыл, потому что слишком большие, слишком много нокаутов. Это Дмитрий Кудряшов. Председатель нашего жюри. Поприветствуем. И хочу представить 3-го члена нашего жюри. Это Кирилл Тимофеев, руководитель движения Industrial Steam. Кирилл Тимофеев, основатель движения Industrials, президент благотворительного фонда +7, генеральный директор The Money Team Russia, официальный бренд Флойда Мейвезера в России. Провел десятки турниров по смешанным единоборствам по всей стране. Организовал благотворительные мероприятия «Движение вверх», «Путь к абсолютной победе» и учредил премию «Человек-поступок», менеджер профессиональных бойцов. Ребята делают огромное, крутейшее дело, кучу общественных проектов, за что им огромное спасибо и низкий поклон. Кирилл, приветствуем! Слышь, а без бороды можно в жюри сидеть? Это Без началась бороды дедовщина в жюри? просто, по которой ты говорил, походу. Блин, ну вот это началось, парни. Да, Вы желаете, борода. сами вас оградили специально. Сколько боев Разберетесь там. без нас, честное слово. Первый бой 4-го съемочного дня. 1/16 финала. Бои на вылет. И мы приглашаем в октагон Никулина Тимура. Он устраивал фаер-шоу в прямом эфире наших конференций. До сегодняшнего дня я много говорил. А сегодня все покажут кулаки в очередной раз. Тимур Архангел Никулин. Тот случай, когда язык и кулак одинаково убийственны. Размотать соперника в клетке или морально уничтожить его в трэш-токе. Для Архангела и то, и другое просто развлечение. Для него оппонент либо всегда в нокауте, либо всегда черт.
Он четкий. 6 секунд, 3 секунды нам на сближение, и остальную 3 секунды мы устроим там заварушку. И кто упадет, тот упадет. Сперва я заберу этот пояс, потом заберу у топ-дога всю его власть ебаную регбиста, а также я заберу второй пояс хардкор файт. И вы все будете знать Архангела, то есть меня, Тимура Никулина. И следующего бойца, кого мы хотим пригласить, это тот человек, по которому максимально много комментариев было под прошлым выпуском, где он дрался в отборочном турнире, что он выиграл, не он выиграл. В общем, он 100% доказал, что может отпахать 3 раунда, поэтому сюда на ринг мы приглашаем Низамеддинова имама. Имам Блац Низамеддинов никогда не разменивается по мелочам и всегда без раздумий бросается в размен, превращая соперника в месиво. Яростный боец и скромный человек. Именно из таких противоречий соткан герой, зубами вырвавший свое право на экстра-раунд и победу в ожесточенном бою. Поприветствуем бойца! Парни, правила знаете, внимательно слушаем мою команду. У вас 3 раунда по 2 минуты. Покажите красивый и, главное, честный бой. Пожали руки по углам. Первый раунд. Эй! Одним ударом бой может закончиться. Ребята, я думаю, не понял. Правый давай. Контролируй, забирай центр. Спокойно, держи на дистанции. Левый, левый, Тимур. Правый добавляй. Сим, Тимур, сразу. К нему. Такое. Раз-два. А так можно? Хорошо. Снизу подбирай, перкоты. Оттянулся. Зачем тебе это надо? Оттянулся. Сжимайся к сетке спиной. Хорошо, молодец. Да, Никиту. Пару раз так навстречу. А вот здесь сразу первый почтальончик зашел, блядь, со шлепком. Не надо вот эти коллеги бить, ты не попадаешь, слишком долго. Молодец, блокируй больше, лучше. И у него правый. Надо двигаться, надо двигаться, подходить за собой, не прыгать. В сторону. Убирать надо. Снимай, все. Ошибку словил.
к нему! Бей, бей, бей! Михалочку сбил. Пацаны, терпеть. Через корпус бей. Хорошо, Егор. Славяну, разверни его! Левый подбор, подобен Дайте микрофон. Поддержим бойцов, пошумим, ребята! Тимур, вперед! Тимур, не сдавайся, вперед! Жюри не работает. Левый в печень, дай левый в печень, я тебя прошу. Правый, левый колбу, видишь, как зашли? Повтори. Добавь только правый кросс, добавь правую ручку, ты должен бить. Последний раунд. Все, пошел. Идешь в бой, надо сейчас Антоний. Подраться, Тима, хорошо. Подраться к нему. Молодец, хорошо, Тима, дальше. Давай, Тима. Хорошо, и в сторону собирайся. Надо подвигаться, не стой. А, молодец, дальше. Дави, Тимурчик, чуть-чуть осталось. Право-лево, правый. Право-лево, правый туда. Отделись в сторону. Оттягивай работу. Терпеть. Все. Разверни. Давай. Не работай. Хорошо. И манки. Основочки. Вынеси. Голову пониже. Видишь, и мам! Оттяни сразу сетку вперед. Апперкоты, Тимур, апперкоты оттуда. Молодец. Тимур, шаг на Тимур, устал. Дёрнул дал. Давай концовку, Тимур. Осталось чуть-чуть. Тимур, Все, говорю, иди. Он устал, отожмись, да, молодец. Красавчик. 4-й раунд. Давай здесь нам бумагу. Не чувствую, братан, не чувствую. Да. Посмотри. Ай, на него. Красавчик. Он умирает уже. Давай.
Вот это бой, парни! Мало ли он больше хотел выиграть? Да ты всегда проходишь чисто тебя судьи. Да ладно, не выебывайся. Да ты лох. Ты чё, блядь, во время... Ты, бля, лох, бля, падал здесь. Пошел нахуй. Пиздец, блядь. Ну это уже некрасиво. Ну, а хули он... Ну вы после боя... Хорош! Единогласным решением судей победу в данном бою одержал боец из синего угла. Давай, хватите, дадим мне все, что было. А чё тогда ругаешься? Скажи мне, ты так все Я там сказал? все до конца не Нет, ты все сказал, потом подходишь, обнимаешь, а так... Парни, тормозите. Хорош, успокоились. Выдохнули оба. Ты выиграл, будь на уважении. Экстренно. И поверь, пожми ему руку. Все, Во время боя... Хорош. все, он Парни. тебе пожал руку. Не, он после... Он тебе пожал руку, все, тормози. Он тебе пожал руку. Очень хорошо. Нормально. Живой, здоровый. Я считаю, что я выиграл здесь. Парни, тишину поймали. Вы оба показали очень яркий, конкурентный и зрелищный бой. Судьи отдали победу твоему оппоненту. В очередной раз хочу сказать, что мы будем рады видеть вас у нас в лиге. Мне сложно судить об объективности решений или необъективности, но никто из нас не вправе сомневаться в судейских решениях. Со следующих выпусков мы уже будем запускать регулярные бои нашего чемпионата. Мы делим ребят на 5 весовых категорий. В каждой весовой категории будет свой чемпионский пояс. И каждому из вас будет место в нашей лиге. Спасибо за спорт, спасибо за уважение. Рады были видеть. Скажи нам пару слов, конечно. Здравствуйте всем, извините за то, что ругался. Но тут мне сказали, что на прошлом поединке я нечестно выиграл. Типа соперник легкого веса, вот, он больше меня весит. Отбился я до конца. Но почему-то судьи отдали ему победу. Я тебя обожаю, братан. Ты лучший, И вот те люди, которые сказали, что меньше меня весит соперник, вот соперник потяжелее, и я с ним 3 раунда отбился. Так что Ты заткнитесь. достойно отбился, достойно себя повел в конце боя. Вы пожали друг другу руки. Вы красавцы, вы молодцы. Вы показали очень яркий, красивый, конкурентный бой. Спасибо большое тебе. Знаешь, Спасибо. Не, он во время боя ругается, что-то лезет, ему щас а потом всё он в конце мы его приходит, щас брат, отругаем. давай, что, ты вел себя как? Мы его щас Веди везде отругаем. одинаково себя. Мы его щас Ты за отругаем. кулисами ведешь себя как мышь, блин. А здесь как будто в кого ты играешь, ё-моё. Тихо, тормози. Вы пожали друг другу руки. Вы пожали друг другу руки. difficult for me problem, yeah. Еще обоим спасибо хочу сказать за то, что организовали такой бой. Все, ты красавец, не расстраивайся, ты с нами. Тимур, твой ирландский диалект английского говорит мне уже о том, что твой бой с Конором Макгрегором все ближе и ближе. Но пока он не произошел, я хочу сказать тебе пару слов. Во-первых, чуть тормозни с оскорблениями, особенно во время боя. И после него. Здесь все на уважении и на спорте. Это очень важно. Очень важно тебе для понимания, чтобы дальше двигаться с нами. Да, ты выиграл этот бой, но он показал тебе достойную зарубу. И ты должен уважать его за это как соперника. Договорились с тобой? Ты огромный красавец, что вышел на бой со сломанным пальцем. Потому что кто-то там и травмировал кисть, потянул лодыжку, не доехал до 1/16. Это все не про тебя. Ты большой молодец, добавь чуть уважения к лиге, к своим соперникам. Ну и, конечно же, как победитель, скажи нам пару слов после боя. Я показал, кто здесь number one. Питбуль, уже сколько надо перебить людей, чтобы добраться до тебя? Ты где, псина? Всем спасибо. Особенно я хочу поблагодарить своего наставника Константина Михайловича Хрушкова. Все приходите на спарринги ко мне. И, естественно, всем салам алейкум из Узбекистана.
Братец, едем дальше. 1/8 финала. И мы Не за прошли. горами, ждем. Давай, старый. Дядь Дим, как вам бой, объективность судейского решения и прочее? Ну, я на правах деда в этом жюри принял такое, скажем, решение, правило, что с судьями не спорим, да. Сказали судьи, победил он, значит победил он. Но я хочу сказать, что это бои, и бои это нечто для меня такое высокое, где я не приемлю никаких оскорблений, вот этих кривых моментов. Я хотел бы всем остальным сказать, кто будет драться дальше, чтобы контролировали себя, и этого больше не было. Это некрасиво, мы все здесь ради одного хорошего дела. Мы все хотим видеть зрелище и не хотим слышать гадости. Я думаю, вы меня поддержите, и меня поддержат все, кто здесь находится. Никит, к тебе вопрос. Ты не видел наш отборочный турнир, но ты сейчас наблюдаешь все это здесь. И каковы шансы у ребят, которые здесь выступают, потом в дальнейшем где-то развиваться уже более в профессиональных промоушенах, такие как Fight Nights там и вообще в ММА? Или UFC, подтянув свой уровень по-серьезному. Да, в принципе, по кулачным боям сложно судить, но раз за разом я вижу, как у ребят на уровне рефлексов дергаются ноги после двоек. То есть видно, что это явно не боксеры, а ребята разносторонне развитые, выходят просто и выступают по правилам нашего мероприятия. Я думаю, что у них как минимум большое будущее в вашей организации, и они подарят зрителям еще массу увлекательных и захватывающих поединков. А что касается профессиональных лиг, для этого нужно заниматься непосредственно той отраслью, в которой ты хочешь выступать. То есть ММА и кулачные бои это разное, и бокс это разное, поэтому я не могу сказать, что им дорога в профессиональной лиге, но в профессиональной лиге кулачных боев, я думаю, будущее у них огромное. Ну согласись, с таким характером, напором, отвагой, смелостью, с которой ребята залетают сюда в клетку, будущее при тренировке спортивных навыков у них есть. Тем более все ребята, чтобы вы понимали, 21, 22, 24 года, кому-то по 18 лет. Они в начале своей спортивной карьеры сейчас. Безусловно, это отличный опыт в плане моральной устойчивости, 100%. Получать голыми руками по лицу и наносить самому удары голыми кулаками без защиты – это неплохое испытание и хорошая закалка, поэтому первые шаги у них очень уверенные и достойные, дальше больше. Спасибо вам большое. Друзья, мы стремимся сделать нашу лигу самой лучшей, и в этом нам помогает наш надежный партнер – компания OneWin. Благодаря нашему партнеру, компании OneWin, вы можете не только следить за самыми интересными событиями в мире спорта, но и принимать в них участие. Компания OneWin открывает линии на все виды спорта, начиная от боев UFC и бокса, заканчивая плей-оффами NBA. Моментальная регистрация в один клик, удобное мобильное приложение и 200% плюсом на ваш депозит по промокоду HART. Компания OneWin – наш амбассадор в мире эмоций. Уже в эти выходные вместе с компанией OneWin вы можете принять участие в ярчайшем событии в мире единоборств – UFC Fight Night, Алистар Оверим против Августа Сакай. И помните, 200% к вашему депозиту по промокоду HART. Все просили этот бой, Это точно. все сомневались в справедливости решения. Друзья, мы вас услышали. И в 1/16 финала Миша, пропустив обоих бойцов из отбора, мы организовали им реванш, в котором подерутся Климов Дмитрий, Армеец и Ашуров Хайреддин. Встречаем! И первого, кого хотим пригласить, это Климова Дмитрия.
Дмитрий «Армеец» Климов с самого первого боя в нашей лиге породил мощную дискуссию среди комментаторов. Одни считают, что «Армеец» — пустышка, способная противостоять лишь гнилому бревну, а другие уверены, что яйца под камуфляжными штанами все-таки сделаны из стали. В любом случае, правильный ответ мы узнаем только в клетке после реванша. И следующий боец, оппонент Димы Армейца, Ашуров Хайреддин. Боец Хайреддин выходил, как он сказал, проверить себя в прошлом бою. Проиграл, но запомнился всем, поэтому дали ему еще шанс. Обещает нанизать своего оппонента на свой кулак. Посмотрим, как закончится этот реванш. В прошлый раз он имел колоссальный резонанс. Встречаем бойца в октагоне! Хайреддин Поц Ашуров. Поверженный, но не побежденный соперник армейца, который с радостью готов снова превратить своего оппонента в отбивную, как это и было на протяжении 2 раундов прошлого боя. Простить армейцу экстра раунд явно не в интересах Хайреддина, поэтому ожидаем на реванше не бой, а настоящую мясорубку. Рефери в клетке Александр Сидорин. Парни, правила знаем, не нарушаем. После команды стоп не работаем. Головой аккуратно, не бьем. Уважаем друг друга, показываем красивый, честный бой. Пожали руки по углам. Дима, джебом, джебом, Дим! Джеб! Дима, задний, задний! Так же, Дима! Дим, так же, Дима, так же, Дим, так же! Любая его атака, встречай задний, Дим, задний встречай! Поначалу вроде тот, знаешь, так нащупал, нависает, потом раз этот перехватил. Даже, Вообще неожиданно, на самом деле думал. Даже ударов не было, а вот именно где-то на ментальном, знаешь, уровне.
Но вот здесь он 2 раза как попал в него, сразу сам чуть поувереннее стал. Потому что первый, как тут начал, он прям жмуриться, прям Да, испугался. потом раз и видел? поменялось, Да. и уже этот начал его как бы караулить. И не жмурься, Дима. Дергай, Дим, дергай и встречай. Дергай, нет, в левше встань, Дим, в левше. Он не может с левшой. Тяни, тяни, он сам придет к ним. Рукой. Задней рукой, Дим, задней. В другую сторону, Дима, в другую сторону, задней. Задней рукой, Дим. Вот, видишь, попадаешь, Дим. Тяни на себя и задней, Дима, тяни на себя и задней. Работай сам! Слышишь, время? Артем! Тяни на себя, Дим, и задний. Он сейчас сам начнет. Поймай на наскоке его. Левый тянись сбоку, Дим! Держи его! Тяни, Дим, тяни, он сам придет. Не беги, Дим, не беги! Прижми к сетке его, сам прижми! Меняйся местами, Дима! Задний бей! Дима, задний! Дим, задний, он прибежит на тебя! Не проваливайся, слышишь? Дима, задний рукой! Уйди от всех! Дима, от сетки отходи сюда! Работай сам! Упало. Да не пули же. Бей, давай, не признавай, еще ты! Давай, качи! Еще бей! Сука, руки подними! Сразу давай! Четко. Бей! Троечку газу! Руки подними! Подсечка, ну, Дима! Сразу иди! Давай! Дистанцию набери! Бля! Дистанцию! Выиграл там Дистанцию, Дима! Что? Все нормально? Нет, дистанция, все нормально, вы еще, парни, никаких претензий. Устал, нет физики. Он в прошлый раз физухой взял его в чистом виде. Руки не хватаем, еще раз. Давай!
Операторов, врачей. Сануш, что было? Я еще ничего не понял. Бойцы на середину! Ты Литвина решил забороть? Мало того, что ты навыки ММА проявлял в течение всего боя, за что мы тебе сейчас сделаем замечание отдельное, за подсечечки твои, ты еще и Мишу решил забороть. Накануне его завтрашней футбольной игры. Молодец. Техническим нокаутом победу в данном бою одержал боец из синего угла ринга Дмитрий Климов. Братцы, вы провели честный спортивный реванш. Конечно, хотим сделать тебе легкое замечание за применение навыков ММА, но на ход боя объективно они не повлияли никоим образом. Скажи, пожалуйста, сейчас у тебя есть вопросы по результату? У тебя? Или вопросы есть только к самому себе? Есть вопрос. Он красавчик. Молодец. Он заслужили тобой. Заслужили. Спасибо тебе, брат. Дим, безусловно, вы оба заслужили этот бой. Ты большой молодец. Поздравляем тебя с победой. Я тебя тоже уважаю. Клетку, блядь. Взаимное уважение превыше всего. Молодцы, ребята. Перед этим боем, блядь, было много вопросов по поводу моего первого боя. Что я выиграл нечестно, добавили третий раунд. Но какие вопросы ко мне могут быть? Я Друзья, третий раунд добавил. Вы оба стоите у истоков начала нового вида спорта. Сейчас вы же его создаете вместе с нами. Огромное количество твоих поклонников, болельщиков, тысячи людей пришли к нам в комментарии, поддержали тебя. Мы организовали вам реванш. Вы его провели. Грандиозно. Провели четко. И в данном решении судей, я думаю, уже нет никаких сомнений. Но вполне возможно, вы еще встретитесь в нашей лиге в боях. Друзья, у нас время жесткого перекуса. Да, друзья, ситуация такая, что... Перекусываем мы жестко в ринге, потому что времени больше ни на что нету. Съемки с самого утра. Как бойцы, так и мы здесь просто максимально устаем. И восполнить наши запасы сил нам помогает тульский пряник от Ясной Поляны. Бля, это не тот вкус. У меня где-то еще один был припасен. Не-не-не, со смородиной. А, ну вот это со смородиновой начинкой. Это пуля вообще. Друзья, тульский пряник, пушка для восполнения калорий, углеводов, закрытия углеводного окна. Вкус еще он офигенно снимает нам стресс после всего здесь увиденного и отснятого. Тульский пряник. Сила тульской артиллерии в еде. Настолько... Мы придумали вам новый слоган. Настолько сочный, что даже напиток не нужен. Кирилл, а то, что бойцы передают после боя 5000 рублей главному рефери, это нормальная история? Это нормально, это наш рефери. А это ваш рефери? Все, тогда вопросов нет. Если он от Industrials двигается, то тогда мы в кассу заносим. Да, тут все окей. Кир, если серьезно, как тебе бой? Это был реванш. Ребята дрались в отборах. Тысячи ребят пришли, комментаторов, поддержали Хайреддина. Мы, как организация, обоих их пропустили в 1/16 и организовали им бой. Как тебе бой? Когда Дима в клетку зашел, даже харизма через клетку чувствовалась. Мы уже тут не сомневались, в принципе, ни в чем. Но бой неоднозначный. Сначала так, были сомнения, но равный, хороший бой в начале. Потом Дима забрал, все окей. Молодец. Но он на физухе, я считаю, вывез. И там вторую половину второго раунда
И третий раунд он просто забрал на физических кондициях. Да, ну и объективно переборол. у него реально тяжелый удар, он хорошо вяжет. Поэтому, Никит, как тебе его навыки ММА? Ну, я тебе так скажу, явно они оба из наших дворов, потому что и первый хотел чуть подсекать. Но как бы это же уже, я повторюсь, рефлексы, поэтому строго не судите, ребят, они стараются придерживать правил. Бой яркий, красивый, Дима молодец, порадовал. Спасибо, Никит. Дядь Дим, скажи, пожалуйста, вот за такую историю, Миш, подойди сюда, вот за такую историю в боксе, когда боксируют, и вот идет подсечка подобие ножки, его валят и прочее. Какие дисциплинарные санкции? Этот парень реально, он в нем что-то есть, что хочется смотреть. Я бы посмотрел его сегодня снова, да, это говорит о том, что он реально забирает зрителя. Касаемо вот этих переводов, ну, тут ребята собрались разных профессий, у них разная подготовка, и поэтому это то, о чем сказал Никита, это рефлексы, их никуда не денешь. Поэтому все, что было, это нормально, и очень круто, что он победил, я за него болею. Спасибо, погнали дальше. Короче, на ринге появится человек, кого мы первого пригласим по делу, объективно, самый скандальный, самый эпатажный участник этого проекта, который закатил там просто кипиш со всеми людьми почти этого зала, кто вообще в принципе присутствовал, драка на улице, чуть нам сетку тут не сломал, потом он уверенно выиграл своего оппонента. Это человек, который в отборочном этапе за один день провел сколько? 3 боя. 2 здесь, 1 на улице. Половину боя провел на пресс-конференции, вызвал по кругу всех бойцов. Но реально он зажегся как звезда. Реально он крутой, эпатажный и яркий парень. И при всем при том, что он реально такой неформальный, все газуют и все топят за него в комментариях. Это был номер 1 по комментариям в Инстаграме. Он всем понравился. На Ютубе, на всех соцсетях. Это был парень просто номер 1. Номер 1, кого полюбила аудитория, полюбила публика. Ну что, не будем вас томить? Представляем участников следующего боя. И первого, кого мы хотим пригласить, это Артур Кулинский Акап. На небе зажглась еще одна звезда, и это звезда Акаба. Толя говорит: смотри, Артур, не слови звездопад, думай о защите. И удачи ему. Приглашаем. Артур Акап Кулинский. Одиозный боец с особой методикой тренировок. Просто повыебываться. Немного спорта и очень много агрессии, которая просто обязана обеспечить море крови и горы сломанных челюстей. Тормози нахуй, это пиздец, вы чё, блядь? Удастся ли звезде Акаба выжечь оппонента напалмом безумной ярости и стать настоящей легендой? Или сказка закончится так же скоро, как и началась? Пошумим! Приветствуем Артура Акаба! Братец, не отвлекайся ни на кого, сконцентрируйся на бое. Встречаем в октагоне Паша Носов по прозвищу Одиночка. Блогер, 120 тысяч подписчиков, ему 24 года. У него есть сын, он десантник, сержант ВДВ, служил в разведке. Тренер по классическому рукопашному бою. Проводит клубные вечеринки без алкоголя от 500 человек. Обращайтесь. Его фраза: «Вы меня бьете, а я улыбаюсь». Посмотрим, будет ли ему так же смешно, когда его будет бить Артур Акап. Встречаем в октагоне Паша Носов. Павел «Сталь» Носов. Милый блогер с кулаками-убийцами и 150 тысячами подписчиков, которые, как и все мы, с нетерпением ожидают момента, когда сержант ВДВ, снимающий смешные видосы, превратит соперника в кровавое месиво на голых кулаках.
Рефери в октагоне Александр Сидорин. Парни, правила знаем, не нарушаем. Слушаем внимательно моей команды. После команды стоп не работаем. Уважаем друг друга, показываем красивый, честный бой. Пожали руки. По углам. Стоп, не надо лететь. Боковые. Как это больно. Лететь лучше, собрано. Паша, сам начинай. Артур, он твой! Задний, Паша, задний. Не суетись, двигайся, уже устал. Пошел! Уходи, уходи! Супа, уходи, не стой! Не стой! Уходи! 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 Молодец, молодец. Не торопись. Снизу подними, снизу. Встал он. Собрано. Голову, голову. Дисциплина. Собрано. Двигайся, двигайся. Давай. Сильной рукой заряди. Не оставайся. Собрано. Уходи. Не надо поговорить. Корпус, корпус, корпус. Уходи, не стой. Всего ты сюда победишь. Телефон. Я тебя секунду. Еще, Паша, еще. Давай, 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 давай. Он уже сверху. Двойка, двойка. Переводить, надо все в голову, он закрывает, печень открыта. То, что отрабатывал, локоть убрал и засадил по печени, понял? Левша вроде бил бы, да, туда, и было бы больно этому. Давай, запомнись. Давай! Вот, уходи, уходи, вот эту ладошку. И правую. Больше ударов, Паша, больше ударов. Уходи, уходи. Правой стрель. Короткая серия. Правой. Красава! Давай, Паша! Правой. Спокойно. Дерни, если дай левую. Хорошо стоит. Качай корпус, Паша, качай. Правой, сейчас. Диня, как еще, Артур! Левый боковой. Корпус, покажи левый боковой. Покажи голову, левый боковой. Правый прямой, левый боковой. Давай, пока он так встал, давай! Не ведись на провокацию. Давай, давай, давай. Уходи, не стой, не стой. Не стой, уходи. Двигайся, двигайся. Давай он зарядить, сам работает, пожалуйста! Включайся! Включайся! Снизу, бей, снизу, Паша, снизу! Левый, правый делай! Вот так! Паша, двигайся! Попробуй занять сам в центре! Давай, давай, давай!
Виталием он был какой-то, ну, вот такой, как бы, равный, что ли. Ну, что-то там тренинг был рукопашный. Но он не сыт, как минимум, ебучку ему разбил. Артур, иди сюда, куда ты пошел? Артур! Дисквалификация. Не вывез, отказал. Стой, смотрел? Убейте его там! Красава! Стой! Бля, нахуй ты камеру вынес? Доходим, сейчас обратно вернемся. Да мне похуй. За неявку отдавайте победу. Ждем 3 минуты. Дядь, кто выиграл? Мы уже об этом говорили, что решает психология. И вот она решила, его надо давать. По любым правилам. Так пусть гордый дома сидит, он чё пришел сюда? Гордость свою показывать, что ли? Да на что вы ждете? Объявляйте. У нас здесь в зале присутствуют люди, чемпионы мира, бойцы UFC. Мы, блядь, там, я не знаю, на 5-м месте как организаторы. Пойдем. Руку поднимут и все, ты уже будешь свободен. Вот так вот надо всегда заканчивать. Паша в танце. От души всем вообще за поддержку и за теплые слова. Всех благодарю. Мариф, ты же это, как его, Мариф Пираев боец, да? За вольную борьбу ты тер. Хочешь, я тебе покажу, что такое классическое самбо? Иди сюда, да? Задели тебя, Мариф! Ты чё, блядь? Отойди, блядь! Мариф, не бей, Мариф! Бей, Мариф! Ты чё, блядь, ну... Да так-то Мариф, зверь, ни одного удара не стал наносить. Мариф красавчик! Я забрал ее! Я забрал! Ну что, ёбаный? Базару нет. Смотри. Да, хорошо. Можешь вот то же самое подойти, прям в глаза на камеру сказать, А кто ему бутерата дал? Дружище, ты мне скажи, это все, что ты хотел сказать, вернувшись в октагон? Ты еще что-то хочешь сказать? Ну скажи. Короче, я не знаю, что сказать. От души просто всем, и все. А ты извиниться не хочешь перед людьми? За что? За то, как ты ушел с ринга. А это из этих, про которые говорят, что головой об стену. То такое ощущение, что он просто, блядь, вместо зарядки каждое утро в бетонную стену головой долбится. Что ж за позорище, ё-моё. Всем привет, ребят, спасибо за поддержку, спасибо большое. Спасибо большое судьям, организаторам, вообще все на высшем уровне. Вы сейчас реально в YouTube-индустрии просто на первом месте среди промоушенов, это факт. Все, всем спасибо. Давай с ребятами из жюри поговорим. Если хотите дать какие-то комментарии, как люди, к которым по спорту в единоборствах мы имеем безграничное уважение, мы их с удовольствием выслушаем. Спасибо. Есть хорошие слова. Хочешь драться, дерись в ринге. Поэтому все, что происходит все, что касаемо лайков, хайпа и так далее, это не моя история. И я, честно, смотрел бой, и по мне он его выиграл. Я не понял, что произошло после. Это говорит о том, что внутри у него что-то не в порядке. Прежде всего нужно оставаться человеком. Сначала мы мужчины, а потом бойцы и все остальное. Никит. Если это и весело, то это весело, потому что глупо. Столько непонятного фарса было, размашек. То есть я не очень люблю подобную клоунаду, когда она не подкрепляется действиями. То есть на 15 разведения рук он сделал там каких-то 2 или 3 серии, напрыгнул. Явно человек
почувствовал, видимо, вкус вот этой вот славы. Ты говоришь, к нему там прилипло много подписчиков в Инстаграме. И начал просто делать все, что ему в голову приходит. Ну, то есть персонаж напоминает мне одного из тех, кто каждый день вместо утренней зарядки бьется головой в стену просто, потому что никакой абсолютно логики и никакой спортивной составляющей я в этом не увидел. А что ты увидел в том, когда абсолютно начинающий, неподготовленный боец берет и бросает одному из топовых бойцов Fight Nights вызов? То есть это что было? Слабоумие и отвага. Отвага только в том, что я же смог. Он кричал, он радовался тому, что он дотронулся до кепки Марифа. Я ее там снял или она упала на него. Я не понимаю. То есть некрасиво, бесчестно и не заслуживает того, как долго мы об этом вообще разговариваем. А можно, пожалуйста, минуточку вашего внимания? Буквально минута внимания вашего. Воу! Господа! Буквально минуточку внимания. Я немножко успокоился и пришел в чувство, и хочу сказать следующие слова. Я вас искренне приветствую на всех языках мира, на нашей славянской земле. И хочу у многоуважаемых людей, у Кудряшова, у боксера великого, у остальных людей, известных личностей, не обессудьте за мой, французский язык. Это бывает столкновение комет, в голове происходят разные, и поэтому такие ситуации возникают. Не обессудьте вообще за то, что вот так вот, вышло. Я не могу слова подобрать. Чувствуете вот энергию, которую я сюда вкладываю, не знаю. От души всем! Ты молодец, что тебе хватило сил принести свои извинения хотя бы нашему многоуважаемому жюри. Это хорошо, что у тебя хватило сил. Но тебе над собой еще нужно работать и работать. Одним хайпом ты себе путь в жизни пробьешь, дружище. Вот поверь мне. Поверь мне. Хорошо? Первого, кого хочу пригласить в ринг, это моего брата по носу, как сказал Анатолий. Это... Да моего на самом деле тоже. Ну, что-то есть, что-то есть. Тот самый арт-директор Вардан Мартаян. Приглашаем. Вардан арт-директор Мартаян. Боец, за которого болел Женя Моряк. А Миша Литвин был настолько очарован его боем, что без раздумий подарил ему путевку в 1/16 нашей лиги. И неспроста. Бесстрашные перемещения по клетке, жесткий прессинг соперника, шоу, достойное международной трансляции. Все это художественно оформил своими кулаками арт-директор Мартаян. Человек, который торгует бананами и людьми. Но как ты нам сказал? Шучу, не бананами. Приветствуем! А сейчас вызываем в октагон его оппонента, Дидяев Александр. Я против трэш-тока. Уважаю своих оппонентов. Уважение превыше всего. Александр «Шеф» Дидяев. Непокорный юноша, в 18 лет сбежавший из дома в Лигу Хардкор Файтинг. Надеемся, что после безупречно проведенного боя с арт-директором ни у кого не останется сомнений. Дидяев не мальчик, а воин с окровавленными кулаками, способный отправить соперника на заслуженный покой. Мартаян Вардан. Сань, просто красавчик, просто молодец. Это огромнейший уровень, в первую очередь, мужества и самоотдачи. Мы искренне гордимся, что такие ребята приходят в наш промоушен. Я горжусь, что я армянин, я родился в Армении. И хочу, и знаю то, что люди, которые также родились в Азербайджане, они также гордятся. И у нас, и у них мамы ждут дома. Пацаны, мир, я не хочу никакого конфликта. Спасибо всем. Пошумим! Друзья, а я тем временем хочу пригласить в октагон, подарить подарки нашим участникам от нашего спонсора BY Entertainment, поблагодарить ребят за яркий бой.
победителя предыдущего яркого боя, нашего любимого Макса Топора. Топор! Макс! Кто шумит много? Ты что Делай вид, кричишь? что ты меня не слышишь. Ты что кричишь там стоишь? Почему ты не вышел со мной драться? Когда? Стоп, у нас все разговоры в клетке. Заходи. Не надо из-за октагона. Что ты нарисовываешься? Братец, тебе везет. Пацан просто подарки вынес. Подходи к нам, подходи. Как тебя зовут? Егор Блашкевич. Ты будешь, драться будешь сейчас или поговорить? Или как пойдет? Прямо сейчас запросто. Прямо сейчас запросто. Давай воздержимся от этого. Как тебя зовут? Егор. Егор. Макс перед тобой, микрофон у тебя в руках, теперь можешь высказаться. Да что высказывать? Мы должны были с ним драться почти месяц назад на другом промоушене, но по каким-то неведомым мне причинам он отказался. Хотя... И нет, я понял, что причины, скорее всего, что ты любишь соперников поменьше. Так проще выехать на кулаке, здесь. Ты выбираешь тех, кто поменьше. Хорошо, сколько ты весишь? Больше 100. Отлично, подходит. А почему ты отказался? Месяц назад я отказался, потому что я принял для себя решение драться в промоушене Hardcore Fighting и в других промоушенах. В ближайшее время драться точно не буду. У меня есть желание драться на этой площадке, потому что я уже давно общаюсь с Толей, со всеми друзьями. Мне здесь приятно, комфортно, я чувствую себя здесь как дома. Если хардкор нам сможет организовать бой, не вопрос, на следующий раз давай, поехали, я готов. Подожди, ты Тор, правильно я понимаю? У тебя прозвище Тор. Ты дрался уже где-то на кулаках до этого. Я боец бодимании, участвовал на кулаках. 2 из 2. 2 из 2 ты выиграл? И твое погоняло Тор. И то есть, да. И то есть у нас в промоушене Тор вызывает на бой Топора. Слушайте, где твоя кувалда? Братцы, мы этот бой готовы организовать. Бою быть. Пожмите друг другу руки и welcome на стардаун. Отдайте микрофон. Хорошо, поехали. Мишань, забирай микрофон. Подходи. Мне нельзя выходить в эту клетку. Ну, кулачки-то поднимите. Топоры до наковальня. Красавцы, фактурные ребята. Молодцы, пожмите руки. Молодцы, что на уважении, без кипиша. Ребята, матчмейкеры, проработайте бой, согласуйте условия. Я думаю, будет яркое противостояние. Hardcore Fighting и сеть магазинов Галамарт запускают грандиозный конкурс на просторах российского ютуба. При покупке введи промокод HARDCORE и автоматически становись участником розыгрыша. Получи шанс стать одним из 50 счастливчиков, которые получат возможность попасть на суперфинал Гран-при и собственными глазами увидеть, кто из бойцов заберет миллион. А еще 100 победителей получат призы. Наш фирменный мерч, футболки, бейсболки и худи из коллекции Hardcore Wear. До 3 октября соверши покупку на любую сумму в интернет-магазине Галамарт. Ссылка в описании. Ух, блядь! Что там? Это пиздец. Казалось бы, в октагоне только что были Тор и его молот, он же топор. Но на самом деле настоящие искры зажгутся сейчас. Когда выйдет один из участников, ты просто поймешь, кто это, я тебе специально не говорю. Шестой бой. Первого, кого хотим пригласить, это Махмуродов Файзали. По прозвищу Таран. В прошлом бою не оставил сопернику шансов и забрал победу в первом раунде. Его фраза: если выбирать между 1 миллионом рублей и 1 миллионом подписчиков, выбрал бы подписоту. Поэтому у него мечта 1 миллион подписчиков. Приглашаем. Файзали Таран Махмуродов оправдал свое прозвище с первых же секунд боя, когда деклассировал оппонента в первом раунде и оставил ему сильное рассечение. Неуемный напор и звериная ярость заставили соперника отказаться от продолжения боя и подарили Тарану проходку в 1/16 финала.
Друзья, я хочу пригласить в октагон следующего бойца. Человека, который был участником, наверное, самого яркого противостояния Hardcore Fighting Championship за все предыдущие 3 выпуска. Наврузов Эмиль по прозвищу Финансист. В прошлом бою показал нереальный экшен. Зарубился и не оставил никаких вопросов. Его фраза «Клянусь Аллахом, трусость не продлит мне жизнь, а храбрость не уменьшит ее». Встречаем, Наврузов Эмиль! Я понял. Эмиль «Финансист» Наврузов променял карьеру профессионального боксера на участие в лиге Hardcore Fighting. И, пожалуй, не прогадал. Ведь боец с инстинктом настоящего охотника-убийцы должен радовать зрителей кровавым зрелищем, злыми ударами и выигранным миллионом рублей. На середину, на середину. Парни, правила знаете, внимательно слушаем моей команды. У вас 3 раунда по 2 минуты. Покажите красивый и, главное, честный бой. Пожали руки. По углам. Готов. Готов. Первый раунд. Бой. Поджимай, поджимай. Он весь прыгает, поджимай. Дерни, дерни. Вот. Поджимай, поджимай, Фатик. Что он летит на тебя? Где атака? Вот. Дергай, дергай, не просто стой, дергай. Что он не расслаблялся. Поджимай. Поджимай, поджимай. Поджимай. Переднюю руку уходи, поджимай. Дерни, дерни, он стоит, прыгает. Вот, давай, давай, давай. Сейчас ты застоялся, Вася, застоялся. Поджимай, поджимай, он наскок, Васик, он не заходи. Васик, спокойно, дальше. Васик, поджимай его, поджимай, он прыгает на тебя. Поджимай, он прыгает на тебя. Сам ты должен делать это. Давай, дергай, вот. Где второй удар? Вот. Где второй? Вот второй. Васик, ты первый номер. Васик, ты первый. Дергай, вот. Вот. Поджимай. Да пусть отсюда, Васик, свое. Поджимай. Еще, поджимай. Он сейчас так скок будет делать. Ну вот, видишь, прыгай. Поджимай, поджимай. 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 Васик, он прыгает, прыгает. Где удар? Васик, где удар? Вот. Давай. Поднимай. Ручки держи, не понтись. Давай. Ручки держи. Васик. Вот гордо дергать надо, понял? Здесь есть. Давай, нету пространства. Думай. Нет. Эмиль, нам ногах тяжело сидеть, нам ногах тяжело сидеть. Сам, Васик, сам. Дергай. Вот только джебами работает, прямой задний. Бля. Да не, он заберет миллион. После команды стоп, ребят, контролируем себя. Снизу, Фатик! Снизу! Поджимай его! Поджимай! Фатик, ты должен работать! Снизу, бей! Снизу! Снизу, Фатик! Снизу! Вот! Он просится! Давай поджимай! Вот! Фатик, снизу начинай! Так! Он снизу!
Это да. Да, они оба в порядке. Хороший, хороший. Я же говорю, вот сейчас любой из этих, следующий бой, если выйдет с кем-то из предыдущих вот этих 5 пар, то есть для него этот бой будет легче, чем сейчас этот отборочный, потому что оба на уровне. Оттяни удар! Оттяни удар, бой! С ударом! Стоп! Спокойно! Еще одно нарушение, доказывайте внимательно. Секундантов наказывайте, чего они бросаются инвентарем? Emir, çık onun dikkat başına, понял? Не нетsin onu, не нетsin onu. Внимательно, команда слушает внимательно. Меняйся местами! Меняйся местами! Давай! Давай! Надо ронять! Надо ронять! Ронять надо! Концовка! Концовка! Рискуй, рискуй, давай, давай! Хорошо! Emir, концовка идет! Emir, выдерни его! Emir, давай сюда! Давай сюда! Хорошую, дай! Давай! 20 секунд, поддержим бойцов! Давай! Давай, давай! Друзья, в этом нереальном бою, в этом огненном, искрометном противостоянии двух настоящих бойцов, обоим из которых мы хотим предложить место в нашей лиге, вне зависимости от результата,
Но победу единогласным решением судей одержал боец из красного угла. Добрузов Эмиль. Уважение, братцы, красавцы. Старый, поздравляем тебя с победой. Спасибо. Пару слов, срочно. Клянусь Аллахом, трусость не продлит мою, а храбрость не уменьшит ее. Плохой нации не бывает. Бывает плохих людей. У всех наций как бы есть достойные ребята. И кто бы он ни был по нации, возможно с ним дружить. Спасибо тебе большое. Спасибо. Сильные слова, уважение, спорт. Мы в первую очередь про это. Брат, ты безусловно красавчик, ты закатил очень сильный бой. Блин, ну, мое мнение тоже, нету проигравших, есть только сильные ребята, которые и достойные, которые здесь просто показывают что-то нереальное. И ты один из них. Спасибо тебе за бой. То, что вы устроили в клетке, я присоединюсь к словам Миши, это просто гром и молния. Это лучший бой на сегодняшний день, наверное, который у нас был в сетке, это точно. У нас, кроме уважения к вам обоим, нет ничего. Я думаю, как и у всех, кто этот бой смотрел, поддержим, ребят! Всем привет! Хочу в первую очередь сказать спасибо вам за то, что даете такую возможность выступать и показывать себя. Моему сопернику большое спасибо за то, что он проявил храбрость. Спасибо ему за хороший бой. Вот. Спасибо моему тренеру Александру Александровичу Козров, который помогает мне готовиться. Он старался, поверьте, вас Я слушать. старался. Он старался. Моим братьям, которые всегда рядом со мной, поддерживают меня. Что я могу еще сказать? Подписывайтесь на мой инстаграм. Я снимаю бомбовые пранки, поэтому... Да, ты же со мной пранк. Ты обещал ему снять с ним пранк. Ничего, нормально все, да. И еще хочу напоследок сказать, я хочу сильно кушать, хочу много мяса. Топор! Макс! Топор! Топор! Где ты? Макс, ты сегодня на расхват. Пока ты его не вызвал, у тебя какие претензии к нему? Претензий нет, я просто хочу... Он просто такой милый и добрый. За что его можно вызывать на бой постоянно? Пошел на бой, давай в шахматы сыграем в футбол. Я в шахматы не умею играть. Я хочу его вызвать на бой. Не потому, что у меня какие-то претензии к нему, или я его ненавижу, или что-то еще. Просто хочу проявить свои силы против него. Если ты готов, если ты принимаешь мой вызов, Макс, давай организуем этот бой. Я твой вызов на данный момент не принимаю, потому что я принял вызов 20 минут назад здесь, на этой площадке. Мы ударили по рукам. А на будущее я рассмотрю твое предложение. Все будет зависеть от того, в каком я буду состоянии после боя. Это голые кулаки, поэтому... Я понял. В рамках лиги много времени. Хардкор Хорошо, только мы начинает свой путь. Поэтому, я думаю, все еще может сложиться и успеться. Молодцы. Братцы, любо-дорого на вас обоих смотреть, как вы после боя стоите, пожимаете друг другу руки. Просто молодцы, все работает. Опа! Ребят, давайте, если еще кто-то хочет, сразу. Да, сразу, давайте отснимем просто все вызовы топору. Чисто хардкор, место встречи изменить нельзя. Чисто все пусть зайдут, вызовут уже, и мы Макса отпустим спокойно. Хорошо, братцы, спасибо. Спасибо огромное за турнир, Спасибо, за бой. хочу сказать спасибо этой организации. Спасибо моим братьям всегда, которые поддерживают меня. Фарид, Тургут, Шамиль. Спасибо всем. Спасибо всем зрителям. Спасибо, ребят, отличный бой, спасибо за рубку. Никит, ну как тебе бой? Вот это мне понравилось. Ну такая, согласись, прям лютая заруба на практически профессиональном уровне, очень крутая. Да, ребята самые технически подготовленные, как по мне, и этот же бой мог стать украшением любых из следующих туров вашей организации, то есть это как минимум четвертьфинал, полуфинал, возможно, даже финал. И на это было приятно смотреть. Мне очень понравилось. Кирилл, тебе как руководителю крупной спортивной организации, промоушена, как ребята, как их дух, как вот с точки зрения дружбы,
межнациональных даже вот слов таких сказанных с точки зрения примирения непростой ситуации сейчас происходящей между Арменией и Азербайджаном. Ведь недаром говорят, что спорт все-таки объединяет. Мне кажется, это заслуживает такого отдельного уважения у ребят. Не, это отдельный респект, но и в целом это очень крутая, плотная заруба. И по спортивной составляющей, и по характеру. Это максимально круто. Мы по-хорошему кайфанули, в хорошем смысле этого слова. Наверное, мы этого прямо и ждали. Только спорт и уважение, респект парням. Спасибо. Дмитрий, ты как любитель таких заруб и неоднократно уже в этом признавшийся нам, что скажешь? Я не буду говорить о ребятах, это было все круто. У меня вопрос к лиге. Почему два таких сильных встретились именно сейчас на вот этой предварительной стадии? Я думаю, что дальше ребята также бы могли пройти и показывать бои еще лучше. И я думаю, что вот эти парни, ну, они, наверное, даже могли бы быть в финале. Давай вызовем матчмейкера. Я вызываю матчмейкера, но не на бой, а вызываю его на разговор. Пока ты там ходил, разговаривал, тебя вызвали на кулачный поединок, Дмитрий Кудряшов. Пару слов перед смертью. Именно на кулачный, может, по грэплингу. Сейчас актуальны еще бои. На самом деле, Дима спросил, Армен, почему столь сильные бойцы встретились в 1/16 финала у нас в лиге. Потому что Дима считает, что этот бой заслуживает чуть ли не финала. Я согласен, но момент такой, что у нас именно сетка идет. И все равно рано или поздно бойцы друг друга будут выбивать. И в сетке у нас распределены по весам. Например, подгруппа 1 идут ребята до 80 килограмм. Подгруппа А2 идут ребята свыше. И потом они встретятся только где-то примерно в полуфиналах. Из-за этого мы тоже, с сожалением, подбираем пары. Кто-то выбывает, кто-то остается. Но вы в дальнейшем убедитесь, что пары будут такие же интересные. Смотри, матчмейкер, к матчмейкингу, к судьям нет, но то, о чем я сказал, поддержали зрители. А мы все это делаем для зрителей. И я думаю, что дальше вот этот зрительский интерес, и я думаю, ребята меня поддержат, его надо учитывать. То есть они крутые бойцы, они должны драться дальше. Я уверен, дальше пойдет это все. И вы должны понимать, что это формат Гран-при. У нас бойцы все остаются, и они еще будут драться в своих весовых категориях за собственный титул. Это только начало. Уважаю. Класс. Спасибо, да, Никит? Безусловно, это формат Гран-при, но это чисто мое субъективное мнение, что парень из Красного Угла, который сейчас проиграл, должен быть одним из первых претендентов на замену в случае того, что если кто-то в последующих турах не сможет принять участие. Приняли, Никит. Учтем обязательно. Я думаю, так и будет. Мы к вашему мнению обязательно прислушаемся. Круто. Дим, а тебе вопрос. А ты готов был бы принять участие в кулачном бою в нашем промоушене с суперсоперником из России или из Соединенных Штатов Америки? Или из Донбасса. Да, на самом деле, наверное, для всех это будет звучать, как будто мы готовили это. Не готовили, я первый раз это слышу, но я всегда рад подраться. У меня дома 3 детей, семья, и я не имею права оставить их без хлеба, поэтому давай, Толик. Вот это заявление! Дядя Дим, мы тебя услышали. И поверь, более чем четко. Вот это был бы супербой в нашем промоушене. Осталось найти желающего соперника выйти против Димы Кудряшова. Это будет сложно, да? Но мы постараемся. Хорошо. А вот предлагают вызвать Макса Топора. Макс, топор! Выходи, Макс, выходи. Я готов. Да, меня выходи. сильно не полили. Тебя Дима Кудряшов вызвал на бой. Это будет не просто организовать, но мы учтем, Дим. Спасибо большое за твой На опыт. самом деле я в хорошем смысле кайфую от Макса, кайфую от его боев. Мне нравится, что он выходит с любым соперником, выходит в клетку, выходит на face-to-face, организовывает коридор бойцам, и его невозможно не уважать. Но, да, я честно скажу, драться с топором я не хочу. Я же кувалда, понял? А кувалда с топором, они по-любому топор затупится.
Я думаю, это видеообращение порвет твой инстаграм, Макс. Вырежем, подарим тебе. Друзья, мы еще не доели тульские пряники, а уже наша жадность и алчность сподвигает нас на то, чтобы впарить вам очередной продукт. На самом деле, на самом деле, если серьезно, хардкор запустил офигенную, модную, крутую, удобную и очень качественную линию одежды. Переходите по ссылке, выбирайте, носите с удовольствием, пишите ваши комменты, что нравится, что еще из одежды вы бы хотели увидеть. Ставьте лайк. Спасибо, Бивай. От души Спасибо тульскому прянику. Конкретно молодежная Спасибо одежда. всем, кто с нами. Молодежный пряник. Как говорит Миша, мы с вами, вы здесь, мы там, мы вас любим. Будем вместе где-то связь. Будем всегда. вместе, связь всегда. Погнали дальше. Калмыков Мухаммед против Гаспаряна Марата. Первым хотим пригласить Калмыкова Мухаммеда. Выиграл свой предыдущий бой брутальным нокаутом и заявляет о том, что он здесь приходит не драться, а убивать. Живым из клетки не уйду. Мухаммед Киборг Калмыков. В первом же бою уничтожил соперника мощным нокаутом, тем самым заявив, что он пришел за своим миллионом. И хоть соперник Мухаммеда был опытным чемпионом Европы по K1, молодой напор и жажда крови взяли вверх. Оль, объявляй. Его соперник Гаспарян Марат по прозвищу Биберевский. Главное не участие, главное победа. А после боя съем вкусный тульский пряник. Выиграл свой бой техническим нокаутом. Встречаем! Марат Красавчик Гаспарян испортил карьеру модели своему темнокожему оппоненту, которому знатно подпортил лицо в первом же бою. Очевидно, что каждый должен заниматься своим делом. И дело Марата — крошить, сметать, уничтожать и упиваться поражением соперника, который по собственной глупости рискнул выйти против него. Парни, правила знаем, не нарушаем. Слушали внимательно моей команды. После команды стоп не работает. Уважаем друг друга, показываем красивый, честный бой. Парни, покажите красивый дальше. Пожалуйста, в углом. Главное слушать. Через живот умница выпрыгивает. Не лети. Не лети, Марат, не лети. Не лети. На дистанции лови. Добавлять надо, Марат, добавляй. Голова на месте не стоит, Марат. Хорошо. Не лети. Не трать силы. Марат, где Джеб? Почему левая не работает? Вот. Вот, хорошо. Умница. Марат, не садись. Руки подними. Есть его. Оберкайте, Мухаммад. Руки подними. Соберись, не кидайся на него. Задний по корпусу. Задний по корпусу сейчас. Дергай. Задний по корпусу начни. Мухаммад, брат, Задний по корпусу. Вот, и к нему. Тихо, много сил тратить. Марат, не стой там. Не стоять. Да не кидайте эту левую. Задней рукой. Задней руки то же самое начни. Все нормально, Марат. Все нормально.
10 секунд. Спокойно, спокойно, спокойно. Я работаю. Продолжать точно готов? Здоровье превыше всего. Остановите бой, Мухаммад, брат! Давай, зачитываем. 10. Голову кидай. Марат, сам подходи ближе. Два этажа. Правая рука где? Марат, опа! Не руки выше! Правая где? Марат, правая где? Сам начни! Встречай его! Правый встретил! Дальний встречай! Дерни! И начни работать! Не лети! Выбирай, что здесь делать надо! Стай степ! Дергай его! Дергай, не за руки! Руки держи! Счетчик и здесь на них! То же самое! Заставайся, Марат! Он бросается! Левый живот! Руки держи! Правый крот! Правый дублируй! Набивай! Не дублируй правый, Марат! Дублируй! Марат, поближе! Давай его ко мне! Держи! Друзья, поддержим бойцов за столь яркий поединок! Друзья, перед тем, как объявить результат этого боя, я бы хотел высказать уважение команде Гаспаряна Марата. Ребятам, которые, я считаю, абсолютно вовремя остановили этот бой. Ваш парень дрался достойно, на высшем уровне. Но так бывает, рассечение, большая потеря крови. И в таких случаях лучше принять взвешенное и абсолютно верное решение, которое приняли вы. От души вам спасибо, низкий поклон. Победу в данном бою одержал Калмыков Мухаммад. Братцы, кому первому дать микрофон? Я вижу между вами дружба, полное взаимопонимание, а по-другому и быть не должно. Давай. Марат, спасибо большое за бой. Ты достойный соперник, молодец, достойно держался. Я тебя уважаю. Спорт сближает, как говорится. Красавцы! А так, хочу поблагодарить всех друзей, спарринг-партнеров от моего угла, секунданта. Хочу поблагодарить всех за помощь, за подготовку к турниру. И организаторам, самое главное, большое уважение и спасибо. Спасибо, ребят. Спасибо. Спасибо. Давай, Миша. Брат, ты тоже, безусловно, красавчик, я тебе жму руку.
Что не получилось сегодня? Да как видите, все не получилось. Просто хотел бы извиниться перед всеми, кто за меня болел. Извините, что подвел. Да не, брат. Ты никого, брат, не подвел. Ни в коем случае ты никого не подвел, брат. Все бывает, это спорт. Все еще впереди. Ничего, когда мы падаем, мы поднимаемся. Нормально все. Вот мы сейчас посмотрели 8 поединков. И действительно жесткое рассечение, абсолютно вовремя остановленное командой, мы видели только одно. Порой на турнирах UFC, в промоушене, в котором ты выступаешь, мы видим намного большее количество и намного более жестких рассечений в течение карда в 8-12 боев. Вот скажи свой взгляд, свою точку зрения на кровавость данного вида спорта и на его травматичность. Я скажу, что в любом спорте бывают травмы, и все зависит в первую очередь от спортсмена, на то, как он готовится к испытаниям, которые его ожидают. Насчет боя, то ребятам браво, очень круто, мне понравилось. Спасибо. Кир, если сравнивать с видами спорта, в которыми участвуют и бьются ребята из команды Industrials, ММА, тайский бокс, кикбоксинг, вот с точки зрения кровавости, можно ли обвинять в этом наш спорт в том, что он излишне кровавый, или он стоит наряду с другими единоборствами, на твой взгляд? Ну, я соглашусь с Никитой, что это очень сильно зависит от бойцов, ну, на самом деле. Но, тем не менее, здесь просто больше риск получить какое-то рассечение, наверное, которое как бы уже впоследствии как бы даст дополнительной кровавости, потому что, ну, в других видах спорта есть дополнительная какая-то защита. Здесь ее в данном случае... Да, но у нас, в отличие от ММА, не бьют ни локтями, ни коленями, не добивают в граунд-энд-паунде, а локти зачастую, как мы видели в недавнем бою на несколько недель назад, двух тяжеловеса и не совсем тяжеловеса, рассечение локтями можно нанести очень и очень серьезные, намного более серьезные, чем за 3 раунда по 2 минуты у нас в кулачных боях. Мы просто начинающий вид спорта и ищем в этом вопросе поддержки, когда нас в чем-то пытаются обвинять, в том числе и у профессиональных спортсменов. Разрешите еще. Ты буквально забрал мою мысль, потому что после того, как я высказался и слушал вопрос Кириллу, действительно, ведь в ММА гораздо больше незащищенных мест, которыми можно ударить и нанести увечья. Если вы продолжите развиваться в том же ключе и будут такие колоссальные продвижения по технической составляющей спортсменов от мероприятия к мероприятию, то, безусловно, мы будем видеть более техничные, менее кровавые, но яркие бои, поэтому здорово. Слушай, а если по травмоопасности взять кулачные бои и ММА? Каждый спорт, он сам по себе, ну, любой спорт, он травмоопасен. И даже если ты начинаешь кататься на велосипеде, но не умея там кататься должным образом на 2 колесах, начинаешь прыгать или задирать переднее, естественно, ты голову расшибешь. Поэтому вопрос подготовки и вопрос готовности к трудностям и к их преодолению. Ребята красавцы. Я думаю, еще все те, кто говорит про кровавость, они не смотрели бои Руслана Проводникова. Я думаю... Кстати, да. Когда в течение 12 раундов по 3 минуты в перчатках наносятся увечий намного больше, чем здесь за 3 раунда по 2 минуты у нас. Когда ты бьешь без перчатки, попадаешь в твердые части головы, уже дальше, скажем так, бить не очень хочется. Поэтому те травмы мозга, головы, которые накапливаются в течение длительного времени, там 12 раундов, они, естественно, здесь меньше даже, чем в боксе, где руки защищены перчатками. Итак, друзья, следующий бой. Самброс Кирилл против Смольского Руслана. И кого я хочу первого пригласить, так это Самброса Кирилла. Тот пацан, который закатил просто бешеный бой в самом первом выпуске, где просто было максимально дохренища увечий. У него повреждена была рука, он хотел отказаться от боя, вообще, в принципе, от участия в турнире. Но мы сказали: братец, мы тебе даем паузу, восстанавливайся, все нормально. Это тот парень, который хочет сделать хороший день рождения для своей дочки, чтобы, ну, когда выиграет миллион. И читает рэп. Да. Кстати, читает рэп и пишет гимн для нашего промоушена. И у него еще бешеная татуировка на шее, поэтому приглашаем в октагон Самброс Кирилл. И как он говорит, добро должно быть с кулаками. Классная фраза в строчке его текстов. Правильно я предлагаю да? прям знаешь как?
вот так вот, а вот тут вот так вот, и написать цитаты нашего промоушена. Hardcore Fighting Championship. Добро с кулаками. Да, давай, Прикольно. давай, прямо сейчас. Классная история. Кирилл Самброс. В первом же бою получил жесткое рассечение и преждевременно сошел с дистанции по решению врача. Но несмотря ни на что, Самброс стал любимцем публики, потому что на хардкор-файтинг ценят жесткие зарубы и достойное поведение. Друзья, ну и вызываем соперника Самброса Кирилла. Смольский Руслан, белорус. Парню 18 лет. База, бокс, кикбоксинг. Оставил послание оппоненту. Сейчас у тебя нос картошкой, но в бою я сготовлю из него драник. Сильно встречаем, Смольский Руслан. Руслан Белорус Смольский заслужил свое право на участие в 1/16 благодаря небывалой мощности и силе духа. В первом же бою он отправил соперника в нокдаун сразу же после того, как сам оттуда вернулся, а в экстра-раунде буквально растоптал соперника, доказав, что его сила воли — это единственное, что имеет значение. Рефери в октагоне Александр Сидорин. Бойцы на середину. Парни, правила знаем, не нарушаем. Слушаем внимательно моей команды. После команды стоп, не работаем. Уважаем друг друга, показываем красивый, честный бой. Пожали руки по углам. Давай, Кирилл. Корпус голова. Стоп. Файт! Осторожно. Работай. Осторожно. Хорошо. Руки не опускай. Лево, право. Раздергивай. Хорошо. Еще туда встань. Лови. И правый добавь. Руки! Руки не забывай. Руслан, руки! Руки не опускай. Дай хорошую. Раздергивай, Кирилл. Давай, можно спокойнее. Не теряйся. Хорош! Давай! Ебать! Тихо! Давай! Возьми, клип! Возьми! Давай! Я уже вставать начал. Не, ребро. Кровью не плюет? Легко, главное, чтобы не просадил ребром. Со спины ничего не... Осторожно. Скажи что-нибудь. Подожди, не лезь. Врачи разберутся, братья. Где, пальцы подни?
Блядь, зарубленные ребра. Пиздец. Блядь, зарубленные ребра. Круто, когда даже после побед техническим нокаутом есть место юмору и позитиву. Ребят, вы молодцы, травма, слава богу, не страшная. А победу в данном бою одержал Самброс Кирилл. Добро с кулаками! Аккуратно с ребрами, не трогай больше, Макир. Ну, с возвращением тебя. Мы очень рады, что на ток-шоу нам удалось вернуть тебя к нам в лигу. Ты поднабрал форму, поднабрал вес. Мне кажется, или поднабрал татуху чуть-чуть? В субботу должен был бить, но не смог. Видишь, как я предвидел. Что, с возвращением, с ярким тебя, с победой, нокаутом. Причем, ну, с ярко выраженной победой, с преимуществом. Твой соперник дал тебе зарубу в паре моментов, серьезную. Большой респект, Рус, большой респект тебе, ты красавчик. Держи, скажи нам пару слов. Благодарю организаторов, благодарю всех, кто принимал участие в организации. Спасибо всем, классная публика. Огромный респект, Рус, ты красавчик. Еще раз всем спасибо. В принципе, наверное, все. Ну и чуть-чуть рэпчика. Про добро с кулаками пару строк. Давай, 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 давай! Вот куплет про добро с кулаками. Мы хотим, ты в наушниках не слышал, а мы с Мишей хотим сделать хардкор-файтинг «Добро с кулаками». Мы хотим сделать слоган. Ей, как слышно? Нормально? Отлично. Добавьте звука чуть. Ей, я выхожу на бой, но несу за собой добро. Дайте мне микро, я в игре ставлю на зеро. Можно многое сказать, но слова это одно. Попробуй делом доказать, обнажи свое нутро. Ну а впрочем, я против злости на татами, против трэштока, негатива и нелепой грязи. Вникайте в смысл, приукрашенный битами. Быть добрым хорошо, добро должно быть с кулаками. Я думаю, на неделе поеду записывать, поэтому все, ждите, будет классный припев. Он зайдет всем людям, у кого есть цель в жизни. Всех благодарю. Рус, понимаю, брат, расстроен, но надо пару слов сказать. Вижу, улыбаешься. Да не, Братец, ты один в комментариях, вообще, мне кажется, главный любимчик женской аудитории нашей был после первого выпуска. И не только в комментариях, брат, тут тоже. Всем, во-первых, привет. Всем привет. Я не знаю, что сказать. Всем спасибо, кто за меня болел. Очень стыдно, я очень многих подвел. Мне очень некрасиво то, что я тренировался. И так проиграл. Я думал, что я покажу настоящую зарубу, но мне зарубили ребра. И... Все бывает. Стыдно, честно сказать. Но так, спасибо большое тебе, Миш. Тебе, Анатолий Сульянов. Я, честно сказать, вас никогда не знал до того, пока я не пришел сюда. И мне очень приятно, что вы дали мне такую возможность. Сейчас будем тренироваться, заниматься. Если будет возможность, напишите мне. Я буду очень рад еще раз поучаствовать. Я зарубился, но меня зарубили. Всем спасибо. Ты зарубился, ты красавец, всем молодец. Спасибо большое, кто меня поддерживал. Спасибо. Всем хочу передать привет с Беларуси. Хочу передать привет Бирюлева, каким бы это районом ни был. Всем моим друзьям, кто меня поддерживал, кто меня любит, маме, папе, сестричке. Спасибо всем большое. Красавчик, красавчик. Классный бой, и вот эти уважительные моменты после боя, они говорят о том, что вы два настоящих мужика, да, несмотря на то, что сейчас, несколько минут назад вы очень сердились на друг друга и ходили друг другу набить морду. Сейчас вы обнимаетесь и показываете, что это всего лишь спорт, и весь, скажем так, негатив, все остается здесь, в клетке. Между вами только спортивные отношения. Но Кирилл показал, что в боях на кулаках корпус тоже есть. И показал тебе, над чем нужно работать и где нужно закрывать. Поэтому, пацаны, вам уважение, вы молодцы, давайте, всех благ. Друзья, на столь позитивной, дружественной ноте после такого боя мы заканчиваем
4-й эпизод «Хардкор Файтинг». Это было невероятно ярко, невероятно круто и невероятно мощно. Спасибо вам большое, что посмотрели этот выпуск. По мне, так сегодня ни одного слабого боя не было. 100%. Все бои были на разрыв. И не забывайте подписываться на наш канал и поддерживать в комментариях даже тех бойцов, которые проиграли, но которые вам понравились. Мы обязательно найдем им место в нашей лиге. Хардкор день 4. Едем дальше. Всем спасибо. Пошумим!